При словосочетании отечественной онлайн-игры мне сразу представляются бронированные боевые машины, как наверняка и большинству из вас. Но копнув немного поглубже, я выяснил, что помимо них есть что-то, чему можно удивиться, хотя и тут без танков не обошлось. Так что в этом ролике я... Первое слово названия этой игры может создать у вас впечатление, что сейчас будет реклама. Но не дайте себя обмануть, потому что речь идет о танках онлайн. Зайдя на сайт, я без каких-либо сомнений отдаю свою судьбу в руки разработчикам, соглашаясь полностью со всем и во всем. Аналитика же страницы свелась к выводу, что сайт выглядит прикольно на самом деле, а надпись «онлайн» с буквой «О», которая крайне похожа на 0, словно бы предвещала, чего стоит ожидать от игры. Превьюшки скинов в соответствующей вкладке выглядят очень здорово. Сами же 3D-модельки выглядят не хуже артов. Отдает стильком Hot Wheels машинок. На полочку бы коллекцию поставить. С иглы. Во времена, когда я играл, стиль у танчиков был более приземленный, и боевые машины выглядели поскромнее. Хуже это или лучше, решать вам. Наконец я попытался зайти на свой первый аккаунт, но, судя по всему, старый экипаж либо состарился, либо уволился в ожидании меня, потому что зайти не получилось. Так что я принялся покорять поля битв в лице Джона Танка. Сразу же мне выпала возможность собрать себе танк в игре про танки. Выбрав самый лучший цвет для ведения боя, я отправился в бой. Подожди. Используя кнопки движения, чтобы двигаться. Вращайте камеру, чтобы навести на цель. О да, старая кровь помнит. К сожалению, обучение оказалось не настолько детальное, как в Панзаре. Пора выпить зелье. Но лишь благодаря былому опыту в игре я разобрался, что к чему. Новичкам тут явно будет невдомек. Бонусы за вход, бонусы за выход, бонусы за переход. В следующем замесе с точно настоящими и живыми людьми выяснилось, что в игре можно выставить более стратегический ракурс с видом сверху. Так что теперь игра становится на один уровень с шахматами и дотой. Теперь это игра, где нужно думать головой и выверять каждый свой шаг. Но, к сожалению, я не такой умнейший, как среднестатистический игрок в доту, и предпочел более кинематографичный экспириенс с видом сзади. Подобрал ядерную боеголову. Победа! По завершению конфликта онлайновые танки наградили меня контейнерами. Пожалуйста, вот бы мне выпал танк рельса с гусеницей на Б-14. Поехали, открываем. Да! Надропало алмазов вообще пушечно. Ты гонишь. Я базарю. Мне выпалит. Смотри, эпический контейнер. Башни 2, раскраска крутая. И 20 шаров. Шаром покати. Вообще, капец повезло. Для следующей перестрелки я нарядил камуфляж и поставил пушку-сосушку, которая оказалась невероятно сильной, но лишь на близких расстояниях. К слову о близких расстояниях. Со всей моей нелюбовью к умникам, которые называют нейронкой все, что они видят в интернете, я начал сомневаться в подлинности текстур этого домика. Потому что текст выглядит, вы сами видите. Но проведя небольшую аналитику, мне стало ясно, что это стилек игры такой. И подобный текст используется повсеместно. Но окончательное заключение сможет выдвинуть лишь умнейший базян из комментариев. Сыграв еще несколько будоражащих тело и дробящих зубы боев с разными пушками, я начал пытаться выводить на какой-то диалог здешних людей, у которых ники были чуть более человечные, чем у других очевидных не ботов, а человеков. Так, Данил Турбо, сейчас, Данька! Данек взорван на базу. Данил, ты нубяра. Данек, нубок. Нормально его? Нубло. Что вот это зачем вообще? Данек, я тебя вижу, от меня не уедешь, не уйдешь, не обманешь, не надуришь. Даня, куда ты делся? А он кругами ездит. А ну, Дэниел, стоять. Я держу победу для своей команды. Правильно. Меня Данек убил. Не Данек. Но, словно бы даже Данил 115 Турбо был одержим интеллектом бота, потому что никак не реагировал на мои выпады в его сторону. Ну все, я буду захватывать точки. Поражение, раздражение, бляха-муха. И, наконец, в очередной каточке я, не поверите, встретил старого знакомого с былых времен. Джон Том, ты со мной? Мы вместе? Папаша танкист! Сколько лет? Ты же с сыном танкистом был. Вырос, сколько времени не виделись. Это же мы тогда еще раньше играли. У тебя сына есть? Да. Сынулька обзорся как назвал? В честь друга своего старого танкистского, Джон. Джон?
Офигеть, же я Джон Танкист. Подожди, Джон, это ты? Да, это я же говорю. Джон, обалдеть. Смотри, я этот килл посвящаю тебе. Я сынка в твою честь назвал. Спасибо, папа. Помнишь, как мы занимались паркуром в танках? Помнишь, как мы видео снимали по паркуру в танках? Да, я помню. Несмотря на все наши попытки вычленить настоящего человека из группы роботов, затея увенчалась неудачей. Нубы вы, короче, реально. You are noob. Ты нуб, Т-34 рус, нубяра. Валера, ты что делаешь? Ты играть умеешь вообще? Валера, пожалуйста, ответь хоть что-нибудь. После этого нас с папашей-танкистом закинуло в разные битвы, потому что игра не позволяет играть вместе с другом до тех пор, пока не будет достигнут определенный уровень. То же самое относится и к режимам. Так что нам приходилось с отцом-пилотом танка запускать игру синхронно в надежде, что мы попадемся в одну каточку. Давай, Я нажал тоже, нажимай. Отмена. Раз, два, три. Есть. И это наконец произошло, но закинуло нас в разные команды. Случилась великая битва папаши-танкиста против Джона Танка. Человек против технологий. Кумарь Данька, кошмарь его. Даньку взорвал, подвзорвал Данька. Данька, отлетай. А он с тобой в команде. Папаша-танкист. Сейчас ты будешь папаша-сосист. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие... Боже, какая у вас тима нубов. И ты во главе. Четверых! О, Джон Танк. Я крут! Ничья! Завершилась ожесточенная баталия ничьей, потому что силы наши оказались равны. Смотри, что я, что ты на первом месте. Еще одно игрище друг без друга и против ботяр. И, наконец, ко мне в игру подключился Тащун. Затащить вам или нет? Человек настоящий. Дергать? Дергать или нет быстрее? Без секунды сомнений я начал выжимать из танкового бойца, любителя пообщаться с роботами, эмоции. Настоящий человек! Байтим, байтим, байтим! Чудо! Он мне пишет что-то, я вижу, он стоит 9 лет в игре пон. Так звание у тебя нищее. На последнем месте. Нубяра. Есть! Чудик очень легко поддавался на мои сомнения в его скилле. У тебя еще меньше. Так не мой ак, сынишки. А у меня еще 2 аккаунта. Таких же нубских. Вер 9000, не обижайся, если ты смотришь это видео, не обижайся. Я не серьезно. У меня нет сынишки. Не попал. Я изничтожаю неприятелей. Есть! Виртуозно забрав победу у искусственного интеллекта, я случайно было занырнул в чат игроков. А тут чат есть! И как выяснилось, чатик чудиков более высокого ранга был активнее, чем чатик чадиков, а то есть новичков. Поэтому стало ясно, что для игры с реальными людьми всего-то нужно дослужиться до высокого ранга. Последующий бой вновь свел меня с Отчи на одном поле, и на его текстовые выпады произошел еще один ответ от реального человека. Не ной, малыш! Ахахаха! Молодец! Я тих, как вы каждый день пачки. Скобочки эти тупорылые. Давай, 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 родной, давай, кидай шар! Есть! Победа! Сосать нубы! Сука, не успел написать. Финальный бой случился на оригинальной карте старой игры. Будто бы даже что-то щелкнуло в голове самую малость. По ощущениям, эта заруба имела больший процент реальных людей в ней, потому что Джон Танк проявлял себя уже не так хорошо, как прежде. Короче говоря, все понятно. Выше ранг, больше игроков. Непонятно только одно. Зачем начинать играть в танки онлайн на сегодняшний день? Спасибо за детство и приятные воспоминания. Менюшка стильная, очень мне понравилась. Успехов игре и разработчикам. Двинемся дальше. А если вы думали, что это был пик отечественного геймдева, то вы явно не были на РМРП, потому что здесь все выглядит слишком серьезно, слишком реалистично. Это РМРП «Криминальная Москва». Уникальный проект, где ты попадаешь на до мелочей проработанную карту столицы. От панельных районов до знакомых кафе. Все до невероятности узнаваемо. Хочешь — иди в ОМС, спасай жизни. Хочешь — в армию, ЧОП, синдикат, Росгвардию или полицию. А если ближе душа к природе — лови рыбу. Отзывчивые игроки и квестовая цепочка на старте помогут не потеряться. Я сам выбрал фракцию ЧОП, синдикат, и если встретите такого, возможно, это я. Не стреляйте первым, а то пожалеете. Промокод HUMAS дает кейс BMW 30 тысяч рублей и уникальную футболку. Вводи его при старте и заходи играть со мной прямо сей же час. Здесь и сейчас обязана была быть Аватарика. Альтернативное название игры — Дом 3. Но представляете, разработчики выключили ее серваки совсем незадолго до того, как мы хотели в нее поиграть.
2 года назад. И благодаря этому посту я попал на сайт разработчика, который может похвастаться своим послужным списком игр. Среди всех перегруженных эстетикой и вайбом игр приглянулся нам Карус, который можно легко с переходом на просто скачать в Steam. Так что добро пожаловать в удивительный мир приключений! Вот такая музыка. Type-beat. Менюшка создания персика сразу же напоминает APB Reloaded. Это не объективно ничтожно выглядит, это у игры особенность такая. Просто мне не дано понять. Всего в игре 7 классов. Классам нельзя менять пол, только лишь стрижку, цвет волос и в больших кавычках лицо. 3 цвета волос, 3 стрижки. Вся игра? Я выбрал себе персонажа Биксочку и погрузился в мир магии. И пока я читаю вот этот вот понятно написанный текст, уточняю, что игра в жанре MMORPG в самой его очевидной форме, со всеми вытекающими. Приветствую, воин. Для меня большая честь. Я дам тебе простое задание. Чтобы принять задание, нажми кнопку задания. О! Вот это мой любимый геймдизайн, когда... Чтобы сделать действие, нажми на кнопку действия. Первым делом я принялся кошмарить никого не удивляющих гигантских пауков. И некая навязчивая мысль взяла надо мною вверх. Кричи. Ну тут зайдешь в игру, увидишь. Хорошо, что я не на стриме это сделал. Что там, голос? Скачаешь, посмотришь, дорогой зритель. После этого я попытался завести общение с местным чудиком, но не за просто так. Дай немного ресов красивой девчонки. Девчонки. Ответ от этого смегмомена я не получил, поэтому я просто пошел побираться за ним в надежде получить что-то полезное. Затем я сдал первый квест Дедугану и пошел избивать. Детеныш яростного медведя. Почему это так ничтожно? Кто в эти игры вообще играет? Это настолько... Ты просто находишься на какой-то плейновой локации. Тут пауки огромные, просто 100 штук. О, у меня новый уровень. Чуть-чуть метр проходишь, тут огромные медведи. Что за бред, блядь? Я не понимаю. Белая полоска сверху совершенно меня не устраивала. Подумалось мне хорошей идеей перезапустить игру. Но только вот она думала иначе. А может еще немного поиграем? Че за бред? Они не дают из игры выйти. Крошечная надпись в центре экрана меня не очень убедила. Тем более, что я все равно вынужден играть в это хотя бы часа 2. Так что после перезапуска совершенно случайно... Ой! Я раздел свою девчонку. Еще немного побегав вокруг да около и удивившись чудакам и прочим незнакомцам, случился момент эстетики. Наконец, недолгий путь привел меня на площадь, где находились другие игроки. Но, как сказал Евгений, Они афкашат, чтобы с ними торговать можно. этот мастер компьютерных дел, по его словам, провел какое-то время в Карасе в возрасте помладше. Так что он будет для меня путеводителем по этому гунерскому миру. Осталось только дождаться его захода. Ой, а вот он, на. Дженни, подружка! Ой, какая! Да, мы с тобой самые сильные девчонки. Вся школа бегает за нами. Потыкавшись в нескольких NPC, я все таким же образом потыкал кнопки каких-то менюшек. И исключительно при поддержке моей подружки Дженни мне удалось прокачать скиллы и перенести их в активные слоты. Без нее я бы не додумался. Вы в мошки никогда не играл? Вообще никогда. А затем я двинулся по направлению стрелочки для выполнения квеста. Но старшая сестрица и тут дала мне наставление. Ну только закрой окна, ты, блядь, ну реально ёбнутый Да человек. не гунди, блядь. Закрой эту хуйню с навыками справа. И не кумарь меня. И нажми теперь на ногу. Нажал. Какая нога? Поиск. И нажми в квесте, блядь. Да какую ногу нажать? Поиск уже. Нет, поиск пути, вот это оно. Я думал, это галочка. Слушай, ты очень хорошо соответствуешь образу женщины своей, которую ты взял. Уже с новыми знаниями мы пришли к какому-то чудаку и заполучили квест на убийство 1000 зомби. Нами запустился процесс уничтожения зомбиков. Применяю силу любви и дружбы, добра и позитива. Магия взрыва. Ну, ой, я умерла. Воздушная атака. Применяю. Добиваю фаерболом. Сука, магические силы. Все, я умер, дракон. В общем, как выяснилось, зомби нам не по зубам. Но мы попытались еще немного сразиться с ними под репетативные звуки Дженни. Я... Уже на старой доброй площади я обзавелся еще одной подружкой. Мы с ней главные геройки. Смотри. Индия.
Как оказалось, я не выполнил даже самые первые, самые ничтожные квесты. Так что я отправился исправлять это недоразумение. Но мои совершенные и абсолютные тупняки начали выводить Дженни из себя. Уматываешь? Нажми на чекбоксу квеста, нажми на Объявление. квадратик. Слева от названия квеста квадратик, нажми на него. Че ты, блядь, злишься на меня, как будто я должен знать. Сейчас ты, сука, After Effects откроешь, блендер откроешь, и на тебя орать буду. И, наконец, когда я начал понимать хоть что-то, мной были проданы ненужные вещи, и моя лучшая подружка подарила мне новые сапожки в качестве извинения и награды за мои старания. Подружка, блин, спасибо тебе большое. Чмоки. Ты иди, я тебя догоню. Давай. Примери ботинки, чтобы Ой, да я посмотрела. потом. У меня просто носки рваные, ноги воняют. Пойдем. И после этих слов мы двинулись в дальнее путешествие на забытые земли с данжем внутри. Покажем им. А, не, рано еще. Покажем им. Убив парочку томных лучников, совершенно нежданно, негаданно, Посмотри, аж Кент расстроенный. Капец, блин, а. так что, еще раз вернувшись на место сражения, подкумарили мы несколько томных бойцов, и мое негодование взяло верх. Почему она ничего не подбирает, тупица, блядь? Сука, что ты все подбираешь? Потому что я его убил. Да, пиздец. Ты тоже этого убил, хочешь сказать? Ну, смотри, сейчас я убил. Да, Вот. слушай, да. Сука, не... Бля, иди Я нахуй. его убиваю, мне дается лут. Она не подбирает, сука тупая. Мне кажется, какой-то автоподборщик должен быть. И как выяснилось, Там есть обилка поднять. Трофей поднять... А, 4. Это 4 мне надо спамить. Все, я понял. А, ну 4. А, вон она как подбирает. Пошла нахуй, подруга. удивились мы Dark Souls Type Beat интерьеру и попытались спуститься в основной зал. Но только вот Стань упор к стене и оберни камеру. в соседней комнате был нами сражен целый капитан мрака. Она ударит? Бежит бомжиха сразу ударить, блядь. И мы капитулировали. Вот такая вот игрушка любопытная. Теперь можно никогда в нее больше не играть. Самая лучшая и живая из всех сегодняшних игр игра несет название «Калибр». Оставила она после себя очень смешанные эмоции, и в целом будто бы есть что о ней рассказать. Начну с того, что пиковый онлайн в Стиме за сутки набирается около 1300 человек, что в целом не сказать, что прям ужасно плохо. А наличие собственного лаунчера у игры, который я при всем уважении устанавливать не стал, прибавляет еще хотя бы одну кадуш. По традиции серии этих роликов я создал себе соответствующее имя, и такой никнейм уже занят! Уже какой-то исследователь добрался. Игру Хич сразу же предложил мне пройти обучение за награду, так что приступим. Я взял себе Вудса и принялся смотреть кинематографию. Ну крутое. Пацанская игра. Игрушка для мальчиков. Более подходящего описания для этой игры не даст ни одно игровое издание. Начался геймплей с туториала. Похилить себя, похилить орлов, переключить лицо и пострелять по болванам. Стрелялка, блин. Ну, и, конечно же, выключить ничтожные циферки над врагами в настройках. Волк, подорви стену. Поберегись! Волк, подорви стену. Поберегись! Волк, подорви стену. Держи. Задание выполнено, и, как игра и обещала, я получил награду. Приятно. Сразу же я столкнулся с невыносимо перегруженным интерфейсом. Когда я вижу подобное в игре при первом заходе, в голове только две мысли. Закрыть игру, пересилить. И мысль о том, чтобы закрыть, всегда пересиливает мысль о том, чтобы пересилить. Но я пересилил мысль о закрытии и остался в игре. И пока я ждал жменю, который вот-вот должен заступить на службу, мне выпала минутка оценить оперативников. Здесь без какой-либо иронии и сарказма от меня невероятный респект. Все солдафоны почти выглядят невероятно круто. Буквально каждый чудик лучше другого. И несмотря на то, что это дженерик солдаты, каждый из них отличается. Притом даже легендарные скины на бойцов лишены клоунады. И самое главное, в настройках есть параметры, которые позволяют отключить недостоверные камуфляжи на игроках. Ну это вообще... Получив кучу наград и кейсов, просто за то, что я зашел в эту игру, мы наконец отправились с Джейкобом на ПВЕ миссию. Нифа, там шалун, смотри. Цанлун? Шалун. Отличная работа, Джейкоб. Че, какая у тебя способность с РПЧ стрелять? У меня суперспособность
Демократия. Но у тебя была бы суперспособность демократии, если бы ты был американским специалистом. Как у меня американский специалист. У тебя германец, немецец. Разве? Да. Когда колбаски и пиво, бро. Музыка недолго играла, Меня нокнули. потому что колонки регулярно выходили из строя. Да. Ребята, отдали меня на растерзание врагу. Как так, команда? Ну что это такое? Продолжение Витя пишет. Продолжение. Ну, ничего страшного. Следующая миссия оказалась в другом месте и в другое время, со вступлением, которое, очевидно, вдохновлено игрой мечты своими руками. Всем смотреть, подсказка сверху. Тут сказать особо нечего. Игрушка-пострелушка против зергов, которые без раздумий рашат. Вот так вот. По ее завершению мне выдали еще больше наград просто за красивые глазки. Спасибо. Затем мы отправились в режимы боя против игроков. Мне выпал класс метателя пуль, а если быть точнее, пулеметчика. Смотри, какие мы крутые. Ну, это вообще пососно выглядит, челик. Играть я старался крайне аккуратно, так как думал, что игра по раундам. Но после того, как меня нокнули и союзник меня не поднимал, я понял, что к чему. Чтобы вернуться в бой, удерживайте R. Обалдеть, прикинь. Как оказалось, после каждого респавна нужно пополнять боезапас. Но только вот боезапас третьей и особенной ружбаечки каждого класса не пополняется. Также на карте разбросаны какие-то суперспособности, которые не понять, что вообще и к чему. Так что я просто бегал и стрелял по врагам. Поверженные враги не умирают сразу. Их нужно добивать в ближнем бою. Не совсем понятно, зачем это делать в этом режиме, но по большей части никто, кроме меня, этого и не делал. 4 килла. Обязаны. 1 килл. Да, это было супер круто! Дай 5, Женек! Не разделяешь, да, эмоцию? Следующим режимом стал, Режим Counter-Strike. соответственно, играем на мега аккуратнича. Мы несем потери! Меня убили. Убит! Он резнул. Дрон чуть не кинул. Лоу хпшный, лоу хпшный. Сзади подходит. Ой-ой-ой. Молодец, боец, памятник надо возвести. Парочка сказанных мною слов в voice-чат замотивировала всю команду на общение, которое, к сожалению, недолго продлилось, потому что развалили мы вражину в сухую. И по завершению режима Counter-Strike игра дала мне выбрать нового оперативника из 4 на выбор. Новый год, время волшебства. Выбор мой пал на капитана Прайса, штурмовика. И уже с новыми бойцами мы двинули в режим Counter-Strike 2. Но с видом исключительно от первого лица. Тренд на общение в чатике продолжился, но в этот раз начался он даже не с нас. Да. Добрый вечер, всем желаю победы в бою. Ой, здравствуйте, вам того же. Солидарен. Меня это даже удивило, если честно. В быстром темпе подключился и второй товарищ по команде. Подбили. Все, вот здесь они. Так точно, командир. Я еще думаю, блин, скромно. Тишина такая с той стороны, думаю, пойду-ка я налево. И, блядь, каждый мужик имеет право налево, да? Совершенно верно. Товарищ капитан незамедлительно принялся командовать нашим отрядом. Штурмовик ихний, короче, вместе с медиком вот тут вот. Так, штурмовик вас обходит с другой стороны штурмовика встречайте. О, молодцы, красавцы. Сработал. Посмотрю, что там. Мне кажется, у человека, который нам команды раздает, у него рядом пепельница, в которой 16 упаковок сигарет за день идет. Он даже сейчас дымит цибурку. Она просто в зубах, она у него держится. Она не в зубах, она в губах держится. Он говорит, у него только на губах прыгает эта сиська. Все, поддержка вообще родовая. Чуть-чуть, он горит весь, блядь. У него температура. Сейчас потушим. Ай, красавцы. Спасибо за бой, получился Блицкрик 3-0. Спасибо, парни, давайте с ним. Сейчас я в барабаны после чудухов отгоню. Он отгонит. После безоговорочной победы мы с Джейкобом еще раз потыкали в крутых солдатиков и рванули брать победу уже против ботов в ивентовом событии. Помогите! Самореанимация. Самореанимация, давай. Не ожидал? Немчура. Самореализация. Или давай, реализуй ты меня. Я тебя не смогу реализовать. Наша воинская самореализация шла не очень, и в живых остался последний боец. Стоп, да ты охуел. Ой, плеер, тебе родители вообще разрешают в такие игры играть?
Строго без крови, разве что. Плеер, сейчас тебе по аккаунту в Стиме пробью, маме, папе скину. Чем ты тут занимаешься? Это ты мне сейчас? Давай, Плеер, если затащишь, маме, папе ничего не скажем. Давай. Мне батя как бы ее сам сменил. Ну, значит, маме скажем. Да, ну сори, я бы пытался. Простим бойца. Пускай живет. Здорово, орлы. На следующий бой с живыми людьми был наложен эффект не очень. Как он меня так ваншотнул мгновенно? Потому что перекачанные враги разваливали нас так, словно бы мы играем в самый реалистичный шутер. Но при этом нам нужно было настреливать минуту врагу в голову. И не факт, что он умрет. Ну да, совсем забыл сказать. Оперативники здесь по большей части не играют никакой роли. Роль играет их прокачка. У каждого бойца есть «сделайте удивленное лицо». Неплохо получилось. Уровни, навыки и улучшения, которые прямо влияют на живучесть, урон и броню. Так что нам оставалось поливать пулями эти губки для урона и ждать конца матча. Долго ждать не пришлось. После этого открылся нам новый режим — Рубеж. Тут игроки против игроков, плюс боты в подарок. Союзники сразу были настроены на победу. Бахти в каком-то смысле оказался прав, и на протяжении всей этой битвы он продолжал предвещать исход сражения. Блять, ёбаный жизнь. И даже предложил катапультироваться. Да чё вы уже катапультируетесь? Играем дальше. Нету смысла, говорю. Да как это нету смысла? Так время в хорошей компании провести. В этом же смысл. Ты представляешь, если бы наши деды, короче, во время Великой Второй, блядь, сказали бы, да ебать, нет смысла, нахуй, пускай идут. Это верная Умник позиция. вышел, умник. Да не умник, почему? Ну просто логично Он же. верно все говорит. Согласен, согласен. В этой же игре смысл, типа, ну, компанию поиграть, провести время, блядь, выиграть, постараться. Нужно же стараться из любых ситуаций выходить, найти выход. Верно все говоришь. После такой мотивирующей речи мы даже начали сравнивать счет. И не поверите, Блядь, вот кончено, сука. проиграли бой, но не войну. В общем, купил я себе еще одного солдатика и готов выдвинуть вердикт. Совершенно удивительно, что я ни разу не видел и не играл в калибр. Это раз. Два, ну вы сами все увидели. За что я могу бесконечно накидывать респектов, так это за солдафонычей. Не раз я заходил и листал этих болванов, приговаривая под нос «Hell yeah». Дайте мне пак этих моделек для блендера, буду благодарен. Ой-ой-ой, надо 5 киллов, им 2 килла. 5 киллов. Опа, работаем, живите, ребята. Сука, убили. 1 килл. Сюда на базу! Гол! The Black Bruce Lee.